Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня мы продолжаем серию видеорецептов «Готовим с шеф-поваром». У нас на кухне один из лучших шеф-поваров Турции Абди Гюндуз, и он расскажет, как приготовить настоящую турецкую ачму. Эта булочка славится своим воздушным тестом, нежным вкусом и непередаваемо аппетитным ароматом. Хоть внешне она больше похожа на бублик, в Турции ее называют именно булочкой. На канале уже есть выпуски, в которых готовит шеф. Ссылку на них я оставлю в описании под этим видео. Но впереди вас ждет еще несколько блюд от настоящего мастера своего дела. Так что подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, нам понадобится 250 мл молока, 250 мл воды, 3 яйца, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли, 150 грамм растительного масла, 25 грамм свежих дрожжей, 900 грамм муки и 120 грамм сливочного масла. Для начала нужно нарезать сливочное масло, чтобы оно стало мягким. В чашу миксера всыпаем сахар, добавляем свежие дрожжи. Если используете сухие, то берите в 3 раза меньше. Добавляем молоко комнатной температуры и теплую воду, не горячую. Разбиваем яйца, используем только белок, а желток оставим для смазывания булочек перед выпечкой. Хорошо все перемешаем. Добавим растительное масло и еще раз перемешаем. Теперь понемногу добавляем просеянную муку, и сейчас нужно добавить соль. Начинаем вымешивать тесто. Делаем это на малых оборотах, понемногу добавляя муку. Муки может пойти чуть меньше или чуть больше, чем в рецепте, поэтому не высыпайте всю муку сразу, оставьте грамм 50. Ее вы можете вмешать в тесто уже вручную. После того, как тесто хорошо вымешалось, выкладываем его на присыпанную мукой поверхность и немного подкатаем руками. Вот такое тесто получилось. Притрушиваем емкость, в которой тесто будет подходить мукой, и отправляем туда наше тесто, чтобы оно подошло. Накрываем его пищевой пленкой. Вот как подошло у нас тесто за 1 час. Выкладываем его на присыпанную мукой поверхность и немного растянем. Тесто получилось воздушное, нежное. Теперь подкатаем его скалкой. Сливочное масло очень хорошо размягчилось, и теперь нужно смазать им наше тесто. Но не просто смазать, а хорошо втереть, чтобы оно попало в каждый кусочек теста. Ну вот, масло мы очень хорошо распределили, и сейчас тесто нужно свернуть так, чтобы получилось 3 слоя. Накрываем одним краем часть теста, а теперь другим. Вот таким образом. Теперь немного еще его разомнем руками, чтобы масло лучше впитывалось.
Оставшееся масло намазываем на половинку этого теста, так как потом второй половинкой будем накрывать. Опять тщательно все промасливаем и вбиваем масло в тесто. Накрываем второй половинкой и руками формируем такой прямоугольник, чтобы потом удобно было вырезать одинаковые полоски теста. Собственно, тесто у нас уже готово. Подготовим противни. Застелим их пергаментом. Нарезать тесто удобно ножом для пиццы. Полоски делаем толщиной примерно 3 см. Закручиваем края полоски в разные стороны и скрепляем их между собой. Слепить нужно хорошо, чтобы они не разошлись. И выкладываем на противень. С остальными поступаем точно так же. В процессе выпечки все слои теста благодаря маслу раскроются, получится очень красиво. Ачма готова. Из данного количества ингредиентов получилось 12 штук. Теперь смажем ее желтком, который мы оставляли. Если хотите, то можете присыпать кунжутом и черным тмином. Включим духовку на разогрев на 185 градусов, а готовым булочкам как раз дадим время отдохнуть минут 15 до выпечки. Ставим выпекать в режиме конвекция минут на 25-30, но время обязательно корректируйте с учетом своей духовки. Все, вкуснейшая турецкая ачма готова. Конечно, она вкуснее всего свежеиспеченная. Сверху она хрустящая и немного слоеная, а внутри мягкая и ароматная. Она прям пахнет сливочным маслом. Готовить ее несложно и недолго, и вы прекрасно сможете с этим справиться. Так что готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.